представитель политбюро йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» хуситы Мухаммед Аль-Бухейти в интервью ливанскому телеканалу заявил о готовности организации начать активные боевые действия против американских военных объектов в акватории Красного моря. По его словам, это станет немедленным ответом на авиаудары, нанесенные Соединенными Штатами по ряду иранских ядерных объектов. Америка перешла все границы. Если они думают, что Йемен останется в стороне, они глубоко ошибаются, заявил Аль-Бухейти. Он подчеркнул, что прежние неформальные договоренности о перемирии между США и хуситами, достигнутые через посредников в Маскате в конце 2024 года, утратили силу в связи с последними действиями Вашингтона. По информации близких к руководству Ансар Аллах источников, в ближайшие часы могут быть развернуты мобильные ракетные установки на побережье Йемена, включая районы провинций Ходейда и Таис. Оттуда возможны атаки по американским кораблям и базам в стратегически важной акватории Красного моря, включая Баб-эль-Мандебский пролив. Иран выступает с резкой критикой США и обещает ответ. Иран, являющийся ближайшим союзником хуситов, выступил с резким осуждением недавних американских авиаударов. Высокопоставленные представители Корпуса стражей Исламской революции, а также МИД Исламской республики, заявили, что любые атаки на ядерную инфраструктуру Тегеран расценивает как пересечение красной линии. «Наш ответ уже близок», заявил официальный представитель КСИР в эфире телеканала «Райн». Первыми целями станут американские военные объекты в Красном море, а также логистические центры в Джибути и Эритрее. Мы не позволим Вашингтону вести политику устрашения без последствий. Министерство иностранных дел Ирана также объявило, что прекращает участие в любом формате переговоров с США и их союзниками, включая косвенные консультации в Катаре, сославшись на утрату доверия и систематическое нарушение договоренностей. Несколькими днями ранее хуситы взяли на себя ответственность за ракетные удары по израильским военным объектам в районе Тель-Авива. По данным израильского командования, удары были нанесены с использованием гиперзвукового вооружения, предположительно иранского производства. Это стало первым официальным случаем, когда Ансар Аллах задействовали подобный тип ракет, значительно усложняющий работу систем противоракетной обороны. Представители движения заявили, что атаки были актом солидарности с палестинским народом и прямым ответом на израильскую агрессию и поддержку США. В военном крыле хуситов подчеркнули, что Йемен становится неотъемлемой частью оси сопротивления, объединяющей Иран, Хезболлу, палестинские движения и сирийские формирования. Напомним, в начале мая президент США Дональд Трамп в обращении к нации сообщил о временной приостановке авиаударов по позициям хуситов, подчеркнув, что существует окно для дипломатического урегулирования. По его словам, руководство Ансар Аллах направило через Оман посреднический сигнал о готовности прекратить атаки на торговые суда в Красном море и в районе Баб-эль-Мандебского пролива при условии прекращения провокаций. Однако последующие события, особенно атаки по иранским объектам, подорвали этот хрупкий диалог. Американская администрация пока воздерживается от официальных комментариев, но в Пентагоне заявили о приведении ВМС США в Красном море в повышенную боевую готовность. Тем временем Ближний Восток продолжает стремительно погружаться в состояние острого геополитического кризиса. По данным разведки нескольких стран региона, Иран усиливает военное присутствие в Ираке и Сирии, а также активизирует поставки оружия своим союзникам, включая передовые дроны, ракеты средней дальности и средства радиоэлектронной борьбы. Внутренние источники в оборонном ведомстве Ирана сообщают о возможной координации совместных ударов по американским базам на территории Ирака, Сирии, Бахрейна и Кувейта. Несколько иранских военных подразделений, как утверждается, уже находятся в полной боевой готовности. На фоне обострения обстановки мировое сообщество
призывает стороны к сдержанности, однако признаки подготовки к расширению конфликта становятся все более очевидными.